И бац, здравствуйте, я Андрей Рублев, я сломал сам себе руку. Может, дебил. Ну, ты выиграл турнир в Санкт-Петербурге, когда узнал, что не стало бабушки, да? Как ты относишься к тусам? В моменте рвало во все стороны. Мне сумму в год не спрашиваю. Можешь спросить. Спрашиваю. А вон с ракетки просто цепал. А кто большим психом был, ты все-таки или Даня? О, сейчас плакать начну. Всем привет, меня зовут Соня Тартакова. Мы с вами на легендарном месте находимся. Это «Спартак» теннисные корты. Ну и это настоящее чудо. Вдруг в ноябре месяце в Москве мы встретили топ-теннисиста. Вот он, Андрей Рублев. Здорово. Привет. Как дела? Холодно. Замерз, да? Ну, давай ты мне расскажешь вообще, что здесь происходит. Ты здесь все детство провел. Да. Мама говорила, что первый раз появился на теннисных кортах в коляске. Это не для красивого словца. Я даже не помню, как я начал. Из-за того, что всегда был, получается, на корте. Даже когда еще не было прям процесса каждый день, что вот я приезжал на тренировку, тренировался. Я просто приезжал на тренировку, там мешал детям. Иногда, наверное, могли со мной поиграть чуть-чуть. В смысле иногда... ты мешал детям? Ну, бегал что-то там, я же не тренировался тогда. Как сумасшедший, да, носился? Ну да, наверное, девушка там мной занимался по-любому, чтобы я маме не мешал. И мама здесь работает на этих двух кортах. Пойдем посмотрим. В грязюху. Пойдем, пойдем. Прям в грязюку? Ну, конечно, давай, ну почищу тебе кроссовки. Ну, вот на этих двух кортах. Только они, то есть, тоже все изменили здесь полностью. И мама здесь играла. Ну, я здесь тренировался. Даже так. Мы с тобой были на «Спартаке». Да. Скажи мне, пожалуйста, вот в тот момент, когда ты вернулся на родные домашние корты, на которых провел все свое детство, что-то ёкнуло внутри? Ну, конечно, это же там, где я вырос, там, где провел все свое детство с утра до вечера. Помимо тенниса, там были всегда все мои друзья. Для меня это было что-то большее. То есть жизнь моя была там. Вне этого клуба, по сути, я только был дома. То есть у меня все друзья были с теннисных кортов. И я там играл в теннис, носился, кушал, обедал, ужинал, всякие салки, прятки и так далее, и так далее. Поэтому, понятное дело, все детство связано именно там. И, понятное дело, когда каждый раз приезжаешь, что это, классное ощущение. Сейчас там, понятное дело, все переделали, все совсем по-другому и по-новому выглядит. Но в любом случае все классно там. Андрюш, мама тренер. Это, с одной стороны, конечно, большой бонус, причем такой тренер, как Марина Марьенко, а с другой стороны, все-таки, наверное, тебе не хватало материнской какой-то заботы, любви. Да нет, наверное, да, тяжело так сказать. В принципе, все, что мне хотелось, или все, что не надо было, все всегда для меня родители делали, поэтому... Да нет, наверное, все равно все было как у всего обычного ребенка. Мама все время работала. Я правильно понимаю? Ну да. И ты все время был на кортах? Да, я все время на кортах был. Вместе с ней? Да, но мне это было все равно в кайф, потому что у меня как все друзья были с корта, поэтому мне, наоборот, даже не нравилось, что наступали выходные, потому что я понимал, что это сидеть дома. Мама строгая была? Но кричала на тебя на корте? Как тренер именно? Она переключалась? И не строгая совсем, но и когда я начинал психовать или что там, тоже могу начинать так же психовать на меня, как я на корте. Серьезно? Да, это было смешно. То есть история Рублев против банана, мама могла, в принципе, то же самое сделать? Ну да, только в мою сторону. То есть я психовал из-за того, что мне не получалось на тренировке, а она психовала из-за того, что я психую. Серьезно? Ну да, могла там вещами пулять. В тебя? Ну, в хорошем плане. Нет, что ты меня позоришь. Мы из мамы не делаем садистку абсолютно. А это проблема для некоторых игроков, когда все-таки родители растят, и потом начинается вот этот финансовый вопрос. Я знаю, что в женском туре периодически бывает история, когда мамы чуть ли не счет выставляют своим дочкам. Ну, это все от воспитания, от понимания зависит. Как и родителей, так и детей. И очень редко, когда, наверное, интересы сходятся, и это все
происходит с правильной стороны. Чаще всего это вот начинаются такие вот разборки. Ты мне должен, а я вам ничего не должен, все, что я вам должен, я отдал. Всякое такое. И в итоге только получается еще хуже. Ну, это частая история, Это распространенная. большинство, почти все время, да. Распространено точно так же, как и дети либо не хотят давать, либо дадут часть и скажут, все, вот я с вами расплатился, меня не трогайте, ну, всякое такое. Вы никогда не поднимали эту тему с мамой, с папой? Немного, наверное, границы, может, сразу. Очертил? Ну, да. А границы, они в чем у тебя проявляются? В свободе какой-то? Ну, да. Я правильно понимаю, что ты до 20 лет практически был там вот при маме, тебе мало да. что разрешалось? Ну, это, наверное, они, понятное дело, они делали все с хорошей стороны, чтобы уберечь, либо помочь. То есть ты не мог пойти в кино самостоятельно? Ну, мог, но это было 33 вопроса. Зачем, а почему, а что тебе там надо. А как ты думаешь, это все-таки тебя больше опекали, оберегали? Или тут вопрос о каком-то доверии? Мама что думала, что ты пойдешь кутить? Да нет, я думаю, что больше оберегали, какая-то, может, ревность, что вот не дай бог что-то случится, не дай бог он заманит, грубо говоря, на плохую сторону. Плохая компания, да, плохая компания. То есть мне было тяжело маме объяснить, что если бы мне нужна была плохая компания, как бы вы не контролировали, я бы нашел плохую компанию. Я правильно понимаю, что тебе очень помог еще результат четвертьфинала US Open в 2017 году? Я думаю, что наоборот, он немножко... Не помог? Ну, в плане финансового нет. В плане финансового помог, а в плане... Давай объясним. Ты заработал бабки, стал финансово независимым. Ну, я понимал, что да, что даже если у меня какие-то будут недопонимания с родителями, что все равно, хоть на первое время, даже если что, я сам смогу себе оплатить тренировки, грубо говоря. Они тебя хотели забрать из Испании? Ну, не прям хотели, но... Были такие разговоры? Были такие разговоры, что вот зачем, они только делают хуже. И тебе сколько лет было, получается? Лет 19. 20-19 лет. 19 лет, да, так. что там прошел год, ты не прибавляешь и так далее, и так далее. Ну, плюс еще им тоже со стороны все говорили, ну, потому что когда особенно надежды большие, там поют всякое, какой хороший, какой хороший, какой хороший, а тут, грубо говоря, проходит год-два, и там якобы ожидают одно, а получается другое, то, понятное дело, там им тоже со стороны давили на них, что вот что это такое, что вот, там совсем типа в Испании без вас, грубо говоря, загибается. Я думаю, что тоже, возможно, они наслушались. Советчиков? Ну и в том числе, мне кажется, тоже. Плюс, я думаю, мама тоже из-за того, что особенно ей это безумно тяжело, когда она всю жизнь как была в центре... Твоей карьеры? Ну да, в центре моей карьеры. И тут, получается, уже она не знает, что, наверное, что происходит и так далее, и так далее. Тоже тяжело, как любой маме. Когда у тебя ты живешь одной жизнью, и тут резко хоп, и совсем другая, грубо говоря. Но сейчас у вас очень теплые отношения, потому что вот этот период ревности, он закончился. Ну да, прошло время, сейчас уже потихоньку все начинает нормализироваться. Итак, Андрей Рублев инкогнито приехал в Академию Александра Островского. Никто не знает, что он здесь. Давайте посмотрим, как отреагируют дети. Пойдем к Игорю зайдем лучше. Кого? К Игорю зайдем. Мне больше нравится к Игорю зайдем. Нет, просто он боится детей. Ты готов, Андрюха? Нет. А надо быть готовым. Смотрите, какое количество детей. Они тебя запалили, по-моему, уже. Привет. Привет, 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 привет. Савелий, давай знакомиться. С Рублевым играл, да? Ну, как это было? Тяжело. Тяжело? А ты вообще ожидал, что он приедет сегодня? Нет, не ожидал. Про себя расскажи. Ты же недавно, да, в Академии? Мне вот Александр рассказывал. Да, недавно, в понедельник. С понедельника, ничего себе, у тебя такой сюрприз, да? Сыкотно? Да. Почему? Ну, все-таки страшно играть с человеком, который восьмерка в ATP в мире. Да ну ладно! С Джоковичем, с Надалем. Это очень... Ну, он же точно так же начинал. Ну, точно так же начинал. А это твоя группа поддержки, да, насколько я смотрю? Группа поддержки. Ты бат левую ему играй. У него справа окей, слева есть варианты.
Я помню тебя лет, наверное, в 15, когда мы тебя вытаскивали просто от зрителей, от детей. Ты не мог покинуть стадион, пока не распишешься у каждого ребенка. Мы опаздывали на пресс-конференции, опаздывали к журналистам. Вот у тебя Было. почему такое отношение к детям? Если особенно дети приходят смотреть, болеть, самое минимальное, что могу сделать, это сделать фотографию, как знак спасибо. А когда ты после матча побежал к мальчику обратно к трибуне, когда уже уходил с корта? А я не видел. Ты просто его не видел, он Нет. заплакал, а потом тебе кто-то сказал, Да. что мальчик ревет, и ты Ну, вернулся. нет, мне просто сказали, там, обернись назад, по-моему, или просто мне кто Андрей сказал, и я не услышал откуда, и я стал оборачиваться и вообще увидел мальчика. И кто-то с трибуны просто стал кричать. Видно, потому что они видели, что мальчик хотел автограф. Вот, они стали кричать, и я увидел, понятное дело. И потом получилось, что я и расписался, и сфоткался, и полотенце подарил еще. И попал во все новостные издания Да. с мимишными историями. На пивочку. Спасибо. Андрюха, ты мне говорил, что ты нигде не чувствуешь себя дома. Вот скажи мне, пожалуйста, это чувство ощущается и до сих пор? Ну да, до сих пор так и есть. Понятное дело, когда я приезжаю в Москву, то мне нравится, я здесь как-то перезагружаюсь, потому что здесь семья, друзья, и это как-то заставляет отвлечься, но в целом, да, как-то немножко потерял с годами, с возрастом чувство дома. Ты настолько одинокий сейчас? Ну, возможно, немного. Допускаю, что чувствую себя одиноким, наверное. Когда у тебя первый раз это ощущение пришло к тебе? Да давно еще. То есть ты приезжаешь, подожди, давай, ты приезжаешь в Москву, у тебя был Что за же активности. вопросы? Ну, что ты хотел? Ты приезжаешь в Москву, у тебя там Да. сразу какие-то активности Да. начинаются. Да, вот сейчас И это классно. тебя прям спасает, да? Да, это спасает. А если бы этого не было, то что вот ты приезжал в Москву и был бы совсем потерянным человеком? Ну, плюс-минус, наверное. Ну, понятное дело, я бы виделся с родителями, с семьей. Это тоже отвлекало, с друзьями. Но поскольку, да, получалось бы целый день вообще свободный, то, наверное, бы, да. Но тогда бы я бы, наверное, ездил тренироваться в теннис, чтобы как-то себя отвлечься. То есть теннис такая отдушина для тебя. Да, Это не просто тоже, любимое да. дело, но Да, еще и, да. как ты говоришь, живешь моментом. Ну да. В моменте. В моменте, когда я играю в теннис, да. А без этого ты не особо понимаешь, кто ты. Ну, на данный момент, да. Как из этого выбираться? Пока не знаю, сам ищу ответы на эти вопросы. Время покажет. Сейчас где находимся? Давай расскажем. Возле квартиры бабушки и дедушки, где я вырос, все детство жил. Твои окна. Это третий этаж, Третий этаж, вот где балкон начинается. Вот там вот, да? Раз, два и три. То есть вот где вот балкон начинается, это вот эти три окна. Ты с бабушкой, с дедушкой провел всю свою сознательную жизнь. Ну да. Потому что мама все время работала, Ну да. бабушка и дедушка тебя возили на теннис, забирали. Дедушка возил, забирал, бабушка готовила, помогала уроки делать. Ну, как родители прям, да, тебе были? В какой-то момент даже ближе, наверное, по общению. Ну да, наверное. Да. Ну, в любом случае, все равно я маму видел каждый день, также на тренировках там, с утра до вечера. И по выходным они меня забирали, родители. А летом, наоборот, я, получается, был у родителей, и на выходных они отвозили к бабушке с дедушкой. Давай покажем, в каком вообще районе ты жил. Вот На подъезд. северо-востоке, получается, Москвы. А твоя школа? Да, моя школа, вот, в которой, да, учился. А ты учился вообще в школе? Ну, мало. Ну, понятное дело, все равно, когда в Москву приезжал, надо было учиться. Учился. Ну, начальную школу еще, да, плюс-минус отучился сам. А уже там 8-й, 9-й я уже запустил геометрию, как только она началась, химию, как только она началась, физику, как только она началась. Ну и все, и дальше я просто на этих уроках все только списывал. Учиться не очень любил. Учиться не любил, и, слава богу, одноклассники помогали всегда. То есть любая контрольная, я вообще не знал темы, ничего. Я знал, что мне пришлют ответы они, и я просто списывал, что было 3 с минусом. То есть, вот, потому что один раз получилось, что я списал на 5, и было как-то странно, когда типа, у меня не было там 2 или 3 месяца в школе, я приехал в первый же день контрольный там, по математике на 5 написал. Неправдоподобно. Ну да, немножко я после этого урок учел и списывал специально на 3, типа не превышая своих знаний, ну и чтобы точно сдать.
Я правильно понимаю, что ты даже был в депрессии, когда я выиграл турнир в Петербурге? Ну да, и в Гамбурге, И прямо сейчас, да, тоже? Не, сейчас как-то в Полегче, Москве, да? из-за того, что дел полно, как-то перезагружаюсь. Это очень отвлекает сейчас. Но так вот, наверное, в Гамбурге прям сильно было. Почему именно в Гамбурге? Не знаю, как-то там прям очень почему-то накрывало. Как-то чувствовалось многое, какие-то переживания за бабушку с дедушкой и так далее. Как-то прям. Плюс еще этот бабл, и получалось как-то отели, корты и как-то, не знаю, все вместе. Ну, ты выиграл турнир в Санкт-Петербурге, мы об этом говорили, Да. когда узнал, что не стало бабушки, да? Да. Я просто была уверена, что ты скажешь, что вот именно этот период был самым таким сложным. Именно не Гамбург, а Питер. Он, безусловно, был тоже самый. Он самый, наверное, эмоциональный был, Питер. Из-за того, что все равно близкие друзья были там, допускались зрители, как-то это все немного легче было. А если брать именно самый эмоциональный, то, безусловно, Питер. Да. Ты узнал после последнего матча на Ролан-Гаррос, да, что бабушка? Да, я, получается, проиграл Циципасу, и там буквально через пару часов папа позвонил и сказал. Ты хотела потом журналистам вообще рассказывать или решил это уже после победы? Да нет, я хотел, потому что, мне кажется, поделиться. это... Ну, не то, что даже поделиться, мне кажется, немного почтить память. Не знаю, то есть, наоборот, мне кажется, это что-то нужно. То есть не то, что из того, что это я или не я, или поделиться, не поделиться, а просто как сам факт. Она прожила достойную жизнь, и как стоит сказать об этом. Ну да, и когда, получается, папа позвонил, чувствовалось, как им это было тяжело, как ему, наверное, было больно это говорить. И я не знаю, как он набрался такого мужества, чтобы прям сказать, не знаю, как-то сильно его люблю за это. На следующий день после Ролан-Гаррос я улетел в Москву, чтобы попасть на похороны. То есть я попал на похороны, и сразу же после похорон, получается, у меня уже был поезд в Питер. Я уже говорила, что большая редкость увидеть теннисиста топ-уровня в Москве в ноябре месяце, но это не только для нас, журналистов, но еще и для семьи этого теннисиста. Арина, сестра Андрея. Ты когда последний раз брата видела? Ой, 8 марта. Так. Диана Уэллс. Этого года. Этого года. Точнее, это мы много ли годами не видимся, мне кажется. Расскажи про ваше общение сейчас. Андрей у нас парень такой самостоятельный стал. Да. Отрывается от семейства, да? Отрывается от семейства. Ну как, первый не напишет. Благо, это вспоминает там про дни рождения еще. Иногда. Иногда. И то с напоминанием. Почему ты сестре не пишешь? Да, ну, в смысле... Первым? Ну, пишу иногда. Ну, как я говорил, сам по себе. С самого начала так было, что... Волк-одиночка. Да? Ну, даже как бы с друзьями никогда первый не пишу. Там, тот же Карен может на меня обижаться из-за того, что я ему либо долго не отвечаю несколько дней, либо, наоборот, первый не напишу, либо еще что-то. Я помню, по-моему, был Кубок Кремля, Рубль играл первый круг с Кириусом, и что-то там было такое, что он тебя с корта выгнал. Да, было. Это как? Расскажи. Я уже забыл, почему. Нет, не почему, потому что я сидела, как он сказал после матча, что я сидела здесь тем выражением лица, сидела и плакала. Да? Да. А как нужно? Позитив? Мне надо Я просто даже абсолютно покер-фейс. Я даже не помню. Да, и он такое сказал, могло быть. ты достала, тут реветь, вали отсюда, Во уходи. время матча? Ну, не Нет, вали, уходи. я помню, но я не помню, что это был и матч с Киргизом. Вот. Да. Ну, я ушла, естественно. А ты это часто? не первый раз. Вот, а ты часто как раз выгоняешь семью? Ну, раньше, да. И маму, и Аришу? Да. А почему? Ну, это Ну, тебе потому это что помогало? нет, не как-то? помогало, потому что она мне сказывалась. А теперь можно сестре сидеть Да. в твоих матчах? Сейчас уже отлегло. Да. А маме? Маме Еще не надо факт, да? Пройти испытание. пробные сделать. Если вот как вот одноразово, наверное, тогда приедет один посмотреть матч, то я думаю, да, без проблем. Так. Но в боксе можно В маме боксе, сидеть? конечно, Да. да. А если там начнется
Куда? Не, мой любимый раз, когда Андрей выгнал с корта, это когда мы пролетели на US Open, типа, мама, папа и я. И мы с папой такие, ладно, пойдем посмотрим матч. А он, типа, все, не хочет никого, типа, из рода видеть на матче. Но мама даже не приближалась. Мы с папой тихо прокрались на корт, сели просто на самый верх, с краю. И просто, ты просто не поверишь, просто первый мяч он проигрывает, поворачивается вот так к нам ракеткой, ты, вы двое, типа, вышли отсюда. Мы такие, блин, как он увидел? А то есть, знаешь, ну, не было видно, что он там за нами следил или там искал глазами, он просто моментом, типа, отсюда. А ты чувствуешь, что ваша семья чем-то пожертвовала, чтобы рубль стал топ-теннисистом? Конечно. А ну, ты как бы про что мы говорим больше? Это там финансы, время или... Да все вместе. Да не, ну там все, ну, Все даже как вместе. минимум, как мама вкалывала. Чтобы, С утра до во-первых, вечера нас двоих еще тащить, Финансировать. да, финансировать. Плюс, ну, она создавала вообще максимально все условия, чтобы мы с Андреем, типа, заиграли. Даже, то есть, это одно дело, когда ты одного ребенка тащишь, а тут, как бы, она тащила, ну, долгое время нас обоих. В один момент, когда я уже начала работать, то есть, мама, ну, дала мне возможность еще и работать у нее. Получается, я, как бы, заменяла ее, а она смогла уже с ним летать и посвящать ему время. То есть, вот это уже было проще. А ты не ревновала? Нет, абсолютно. Не было ревности? Нет, во-первых, как бы, я же вижу, как Андрей видела всю жизнь, как Андрей любит теннис. То есть я понимала, что для него это важнее максимально, для него это жизнь. То есть для меня, как бы, ну, я люблю теннис, да, я люблю, ну, как бы, по-своему, но я не готова, наверное, была выкладываться прям на все, там, 300. Он на все 3000 готов выкладываться. То есть его там он с ракеткой просто спал. То есть, ну, как бы это я просто видела, это просто примитивно, Так как я же могла. Как я могла ревновать. Ну, то есть это даже прям глупо. А теперь зато видишь, я вообще счастлива, что вот так вот выходит. О, сейчас плакать начну. Я шучу, ветром надуло. Ветром надуло. Вообще, как ты относишься к тусам? Если тебя мама в 20 лет только начала куда-то отпускать, я думаю, что у тебя тусовок до определенного возраста уж точно не было. У тебя было похмелье в твоей жизни, когда ты перепил? Ну, это... Было. Ну, на свадьбе Карена я сразу после демобилизации, так звучит. В общем, да, я сразу с армии, у меня была спортрота, вот, я сразу с армии прилетел в Барселону, и у них уже свадьба заканчивалась даже. То есть, когда я приехал, все уже шли в ночной клуб. И, понятное дело, Андрей опоздал, Андрей штрафные, но в итоге, понятное дело... Чего пил? Да я не помню, что давали, то и пил. То есть Крепкое что-то? Наверное, я в этом не разбираюсь. Понятное дело, и самое смешное было, что кто-нибудь подойдет за Кареном, выпиваем. Проходит просто буквально минута, придет Карен, скажет, ну что, пойдем выпьем, ты готов про штрафные пить? Я выпью. И проходит опять минута, и уже первый чувак, ну что, ты отдохнул? Давай еще по второй. А я как бы уже между, там не только вторая была, ну вот, и понятное дело, ну, был пьян, но не было такого, что с утра там как-то себя плохо чувствовал. То есть пока что... Не рвало тебя? Нет, рвало. Там рвало, да. Класс. В моменте рвало во все стороны. Вообще, во все, в прямом смысле слова. Вот. А так на следующее утро, то нет, уже нормально все Ну, было. потому что все вышло, конечно, куда. Девочки, чики, инста-охотницы за молодыми, привлекательными спортсменами, богатыми. Ну, Ты можешь открыть директ, может, мне не показывать, но вот посчитай за последнее время, давай посмотрим, сколько было сообщений. Привет, Андрей, поздравляю тебя с супер успешным годом. А ты в Москве, может быть, ужин? нет, такого нету. Ну, камон! Тебя никогда девочки не приглашали на ужин? Или фоточки там какие-нибудь? Ну, давай. Ну, я же не отвечаю. Ну, это здорово, что ты не отвечаешь. Но все равно такие... Поэтому, возможно, если бы я бы отвечал, или сам бы писал бы кому-то, было бы, наверное, больше. А поскольку я не отвечаю и никак не реагирую, то... Ну, ты признаешь факт того, что такие сообщения приходят тебе в директ? Да. Слава богу. Победа! Мы выдавили из Рублева хоть что-то. Подожди, зато за вчера ничего. Да у тебя тут одни переписки, ты Ну, это не это, директ, это не переписки. С фоточками? Нет, Есть фоточки ну, нет, там какие-то? что-то другое. Есть фоточки. Нет. Как ты так херачишь справа?
Всегда херачил? Ну, всегда, да. Будешь херачить дальше? И буду. Есть было и буду. Но с детства так, не знаю. То есть об этом даже не задумывался. То есть оно как-то само в детстве шло и шло и шло. И мне, может, лет в 13 или в 14 сказали, блин, ты так справа бьешь, а у меня даже в голове не было, мне казалось, что я фигово справа бью. Серьезно? Да, и потом у меня было, из-за этого, то, что мне говорили, что как круто ты бьешь справа, давление было на удар справа, типа, вот, это же удар справа, я же так круто бью, типа, как я ошибся, то есть, я думаю, блин, нафига мне вообще говорили, что я круто справа бью, я не знал этого, я не знал, и бил справа, и бил, типа, а когда мне стали там лет 14 говорить, как ты бьешь справа, то у меня сразу зажало, да. И типа и пытался еще даже лучше, чем якобы могу, и казалось, что, блин, вообще справа не попадаю. У каждого есть свои, наверное, козыри, плюсы, как, я не знаю, у Киргиса подача, как там у какого-нибудь другого игрока быстрые ноги, как у там другого игрока удар слева. Чей еще форхенд тебе нравится, помимо своего? Доминика мне нравится. Доминика? Форхенд, да. Ну, давай еще назовем парочку. Все, да? Хорошо. Ну, ты номер один, да? Для себя? Ну, нет такого номер один, не номер один, но я бы все оставил, как есть у меня. Как я и говорил, очень много над чем можно работать, очень много еще места для прибавления, и это классно. Я знаю, как, грубо говоря, что мне надо делать над собой, поэтому я не хочу никакие другие удары. А ты попадал когда-нибудь прям вот в людей жестко, прям в мясо случайно, справа? Прям вот... Папу попал в висок случайно, справа, со всей силы. Вот там было типичное в Москве покрытие, которое нереально реактивное. И если попадать еще в линию, он еще проскальзывал в разы больше. И я, получается, играл справа кроссом, и он сидел прямо вот передо мной на лавке. И мяч попадает в линию, и он проскальзывает, и я прям запустил прям центром ракетки, прям четко. В батю. Ну, Сколько тебе лет было? ну, уже лет 17 было. То есть хорошо мяч, да, лицо? Да, я очень испугался, потому что он сидел в очках, и я боялся, что я вообще очки ему разбил, и не дай бог там что-то, потому что он сложился и лежал. Ну, мы смеемся, потому что все хорошо, да? Да, в итоге все хорошо, слава богу, было. Давай назовем 3 слабости Андрея Рублева. Я даже знаю, какой ты первый назовешь. Какой? Ну, ты назови, я скажу, то или нет. Не скажу. Я думаю, ты голова скажешь сейчас. Что ты психуешь. ну да, голова. Хорошо, голова. Физика. Физика? В чем физика? Я недостаточно быстро, как бы мог быть. Серьезно? Да. А насколько ты можешь еще прибавить? Намного. Я могу быть намного быстрее. Ты имеешь в виду физику в плане перемещения по Ну городу? да, движение Ногами? ногами. То есть я могу еще быть быстрее намного. И... А как ты это чувствуешь, что ты можешь? Ну, потому что я чувствую, что это не лимит. Я вижу, как там ребята выше меня ростом двигаются, более как-то быстрее. Сцепление с кортом? Ну, сцепление как-то, они быстрее, ты видишь, передвигаются более как-то гармонично. То есть, Кто это? Да, в любые игроки из топ-10. Ну, назови. Да, не знаю, Даня, посмотри, как двигается. Он быстрее, чем ты? Намного. Серьезно? Конечно. Ты не видишь, где он еще Да, достает? я не как он? знаю, я же не играю в теннис. Ну, ты же видишь, как... ты же смотришь матчи. Посмотри, как Даня бегает. Это вообще, ну, как бы... Он выше меня намного, сантиметров 10, я не знаю, и он бегает в раза 2 быстрее меня. А если вы кросс пробежите? Или там... Нет, если на выносливость, тогда не знаю, потому что выносливость у меня в этом плане тьфу-тьфу-тьфу. Все в порядке? Да, то есть я могу очень долго играть, могу очень долго... Вот именно в плане выносливости, то в этом тьфу-тьфу-тьфу у меня все супер. Голова, физуха и... И я бы мог еще намного лучше... То есть у меня часто бывает, когда я хочу достать мяч, просто попасть, у меня куда-нибудь он просто либо в сетку, либо в 5 метров аут. То есть более как-то направленно. Контролировать? Ну да. То есть это тоже 100% я могу делать намного лучше. Потому что тоже, если взять всех других теннисистов, они это делают намного лучше. У меня часто бывает, один я могу сделать хорошо, потом 3 просто непонятно куда, просто так. Хотя вроде мяч вот здесь вот был, просто внимание продержи, попади. И у меня там куда-нибудь летит 3 метра аут. Знаешь, есть какой-то особенный турнир? Один из первых турниров, который ты выиграл, детских. В твоем сердце он занимает прям местечко особенное. Первый, самый мой турнир был. Ну, там просто, мне кажется, между игроками даже неофициальный этот турнир был, потому что мне было 6 лет. И я не знаю, Даня помнит или нет, потому что это единственный матч, который я запомнил, что я обыграл его там где-то, мне кажется, там в 3-м кругу или четвертьфинал, что-то типа такого. Там было из разряда мы играли до 4 геймов, и 3-й сет был тайбрейк до 7. И мы вот умудрились этот короткий матч играть, не знаю, часа 2,5 с свечками, еле-еле. И потом уже один раз мы играли с ним тоже на официальном турнире до 10 лет, это было в Жуковке. И там уже тоже до 4 геймов, только из 3 сетов. И мы 3 сета там играли, не знаю, там 5-3 в 3-м сете, что-то типа такого было. Мы там тоже часа 4 играли, драма. И после этого, да, мы поняли, что мы оба психа.
А вы прям психовали? Ну, конечно, мы свечками рыдали? мы играли, у нас розыгрыши были там по 10 минут один розыгрыш. До потери пульса мы эти свечки кидали. И там в итоге кто-то свечку ошибется, и там просто еще минуты 3 слезы, ракетки. Прямо во время матча? Во время матча. Я не знаю, как... Я, конечно, бы без сути играли, поэтому еще нормально было. Поэтому там не было такого, что они там повесились. И потом второе очко такое же. Там 10 минут ждешь, и потом 3 минуты слезы. Либо кто-то один там катается по корту, потому что выиграл это очко, другой там слезы, все ужасно. И вот так вот 3-4 часа. А кто большим психом был, ты все-таки или Даня? Ну, мы по-разному психовали. Ты с киданием ракеток? Я с киданием ракеток, со слезами, там, с нытьем каким-то. Даня, наверное, без слез и без нытья. Даня просто с киданием ракеток, с орами на всех окружающих, судей, не судей, людей, не людей. Вот он больше вот такого был. То есть он там мог и с судьей сказать, там, кто судья такой. Там и какой-нибудь пройдет мимо человек, и там его отправить куда-нибудь. Я больше ныл, Плакал именно, ну да, плакался, ныл, скулил, кидал ракетки, ел там грунт руками. Мне мой муж рассказывал, что он когда тренировался вместе с твоей сестрой, твоя сестра очень много про тебя рассказывала, когда мы еще не были знакомы. Ну, она, наверное, сражала с меня тогда, когда она еще играла в теннис. Ариша говорила Степе, блин, у меня брат растет младший, такой психопат, я над ним издеваюсь все время, обыгрываю его, он рыдает периодически. Да. Банальная вещь на даче. Вот я мог себе в 4 года сказать какую-нибудь фигню, вот пока не заброшу этим мячиком до баскетбольного кольца там 10 раз подряд, не уйду, а я там еле мячик добрасываю до этого кольца, и вот я буду там 3 часа стоять, уже слезы будут течь, и мне надо вот добросить, чтобы... Ну, типа, знаешь, как собаки, которые вцепятся в эту веревку, и висят, скулят и не цепляют. Вот. У меня какая-то такая фигня была. Твоя вторая травма руки. Я правильно понимаю, что ты сломал себе кисть не на теннисном корте? Да. По глупости? По глупости своей же. Я ударил рукой об дверь. Ты проиграл матч? Проиграл матч, обидный, в 3 сетах. Вернулся в отель, и я закрывал дверь, то есть обычно, спокойно, она открывается. То есть ее надо сильнее было захлопывать. Я ее прикрываю, она открывается. Я ее чуть-чуть даже сильнее, по-моему, прикрыл, и меня перекрыло. Так. И я стал ее со всей силы, мне кажется, открывать, закрывать. То есть я закрываю дверь на себя и еще бью рукой об нее. Ну и да. Ты сразу понял, что сломал? Нет. Я понял, что сразу болит нереально. Не могу, ну, как бы, особо шевелить, ничего даже взять не могу. Ну, что сломал, я понял только на следующий день, когда мы сделали МРТ. И бац, здравствуйте, я Андрей Рублев, я сломал сам себе руку. Ну да. Из-за психов. Из-за психов. Ты поэтому говоришь, что эта травма очень многое тебе дала? Ты переосмыслил свое поведение? Даже не поведение, переосмыслил поведение. Я всегда понимал еще до травмы, что это надо менять, что это процесс. Как твоя команда отреагировала на это сообщение, что ты себе в номере отеля сломал мне кажется, руку? Что дебил. Мы тебе говорили, там, даже до этого, когда там ракетку об ногу ломал и так далее, что один день тебе это аукнется. Ну вот, доигрался. Будет хорошо, если ты поймешь сейчас. Но походу я ничего потом не помню, потому что я уже первый же турнир, я опять об ногу сломал ракетку. А зачем ты это делаешь? Ну, там была трава, и мне не хотелось портить траву. Поэтому решил испортить ногу, да? Ну, в итоге испортил ракетку. Сейчас уже так не делаю. Все-таки вылечился. Ты выиграл турнир 250, 500, но ты являешься самым высокорейтинговым теннисистом, никогда не игравшим в полуфинале турнира «Большого шлема». Что с тобой происходит на мастерсах и на шлемах? Это нужно тщательно выбирать турниры или как-то график? Ну, на шлемах было 3 четвертьфинала. То есть в этом году было 2 четвертьфинала, и 2 четвертьфинала, в принципе, где я мог выиграть, ну, уступил психологически, опять же, вот из головы. До этого, год назад, когда я еще не на таком уровне был, то я был травмирован, 2 года назад тоже был травмирован, то есть был достойный уровень, это только вот этот год, и этот год был карантин, и было всего лишь 3 мастерса. Ну, просто первая игра после 5 месяцев, это, ну, ты не знаешь, как она сложится. В моем случае, ну, я проиграл первый круг, только потому что после 5 месяцев это безумно тяжело играть первый матч. Плюс я проиграл там уже тоже сильному игроку, который может очень хорошо играть. Второй мастерс был сразу же после US Open, то есть я прилетел с US Open, харда, где я потренировался один день, и надо было уже играть на грунте. Ну и просто я чисто физически не смог не адаптироваться, не акклиматизироваться нормально. Подожди, я просто к тому, что ты сейчас объясняешь это стечением обстоятельств, не твоим правильным или неправильным приоритетом, распределением, может быть, турниров.
То есть, смотри, ты Не, ну вот играешь... именно вот эти мастерсы, а как они? Они же так сложились. Ну ты играешь все, получается. Но Ты- в этом году получалось, что я играл. Я пропустил, по-моему, 2 недели всего лишь в этом году. Ну, то есть в следующем сезоне ты так не будешь Не, ну, играть понятное подряд. дело, нет, понятное дело, будет намного выборочнее все. Не удивляет тебя, что у нас такая страна большая, а теннисных центров только в Москве такого уровня, ну, по крайней мере, то, что мы видим. Я первый вижу, да, условно. удивляет очень. А как такое возможно? Ну, это уже, наверное, я в этом не разбираюсь, это вопрос не ко мне. Ну, понятно, дипломатия пошла в Да. ход. Не, ну, серьезно, ну, очень удивляет, что, ну, как такое, на самом деле, не понимаю. Тебе федерация помогала? Но... Тебе платили что-то? Ну, при определенном уже возрасте, да, стали помогать С потихоньку. какого возраста? Ну, мне кажется, ближе к 16. Это о каких суммах идет речь? Ну, всё равно. плюс-минус. Но вначале небольших, то есть там, может, я честно не знаю, наверное, больше разговор с мамой. Окей. То есть потом просто мне помог очень Андрей Рамович Бокарев. Ага. То есть он Очень был сильно. твоим спонсором? Да, он был моим спонсором. А какие у вас были договоренности с ним? Ты потом возвращал эту сумму или какой-то процент с Нет. призовых? Просто он как инвестор Да. был твой? Да. Ой, у меня с ним определенные договоренности. Ты что-то ему все-таки должен? Ну, нет. Прям финансов вообще ничего. Ну, ты говоришь договоренности. То есть, ты Ну, что-то там, не знаю, ты ну. должен свободен быть для каких-то игр, не знаю, турниров специальных, Ну что-то да. такое. Да. Часто играешь? Нет. Ну, объясни, как Ну, есть. Кубок Кремля играть, грубо говоря. То есть ты бесплатно Кубок Кремля играешь? Ну, это... Ну, что ты? Говори, Не, ну да, как без- есть, да, Кубок интересно Кремля же. бесплатно. Потому что у тебя особые Да. отношения и договоренности с Да. Бокаревым на всю твою карьеру. Ну, получается. Получается, что так. Да, Ну, ты сам сейчас заведуешь своими финансами. да, С какого возраста? да, ну, с 18-го, С 18-го года. да. То есть Ну, когда- где-то с конца 17-го, С 18-го. 21 года твоего, соответственно. Ты Треш. платишь Ну да, зарплату да, я тренерам, всё ты плачу. платишь Не, там это я- академию, ну да, я все оплачиваешь, перечисляю, жилье я там все, условно. Не, это все я, да. И нормально. А до Ну. этого мама с папой Ну, первый, да, год мама с папой. не путался? Нет, все просто. Все просто? А самая большая твоя затрата, это получается твоя команда или Да, всё-таки? да, там в год очень сильно обходится. Это зарплата, получается, Ну, все, зарплата. твоего тренера Фернандо. Да. У тебя 2 тренера, да? правильно я Ну, да, понимаю? То 2 есть сколько, тренера, сколько людей? 2 тренера, физио, фитнес. 4 человека. Ну, плюс-минус. Есть там еще, но там уже зарплаты нету. Мне сумму в год не спрашивайте. Можешь спросить. Спрашиваю. За тот год именно только на теннис. Вот на твою команду. На мою команду, ну, я имею с отелями тоже, Да, грубо да, говоря, да. билеты, отели, Да, если считать, да. то где-то больше, чем 600 тысяч, Мгм. За год. да, долларов. А какие у вас договоренности? Если ты выигрываешь турнир, ты платишь какие-то проценты потом от Ну, выигрыша? в команде, тренеру, да. Тренеру. Процент от призовых, там, физио и так далее, это уже личные А договоренности. процент большой очень или какой? Ну, на данный момент 10% я плачу. А у тебя контракт с Фернандо? Не, вообще нет. Просто устные Устные договоренности. договоренности, да. А как такое возможно? Ты корешь тут? Ну, потому что если он честный, я честный, такой, И никогда не было никаких Нет. вопросов? в этом плане он знает, что я могу ему доверять, и я знаю, что я могу ему доверять. Ты снимался просто в крейзи видео вместе с Сашей Гудковым, там был еще Александр Паль, ну прям тусовочка такая, что надо. Самая модная, наверное, сейчас тусовка Москвы. И Саша Гудков на тебя подписался в Инстаграме. Да, подписался. Мы тебя Я тоже подписался. мы тебя не потеряем из спорта, не перейдешь Нет, никуда. Нет. Про Но Гудкова расскажи побольше. я думаю, все и так знают, потому что, в принципе, какой-то он на телеке, какой-то он вот в этих роликах, он такой в жизни простой, смешной, очень веселый, добрый. Он точно такой же, как вне камеры, точно такой же на камере. Я И правильно это понимаю, очень что он классно. тебя сам нашел, увидел, сказал, хочу Рублева? Я не знаю, это ты мне говорила. И мне такого никто не говорил. Зай, ладно, ты скромничаешь. Но мне такого никто не говорил, я это знаю со своих слов. А ты не стесняешься? Потому что я знаю тебя как такого немножко закрытого человека, у которого есть свой образ, и выходить за рамки какого-то привычного такого имиджа не хочется. А тут нужно Но- реально делать просто крейзи вещи. Это реально Но- было очень смешно, но это очень странно. Ну да, то есть я закрытый и тяжело выходить какие-то за рамки, но там из-за того, что, получается, было легче, это если бы я бы это один делал, то, да, наверное, я
бы не смог. А из того, что был Саша Гудков, Саша Паль, как-то это все легче было сразу, психологически легче. Они как-то расположили очень. Они тебе помогали, да? Ну, просто расположили они. Все было в смешной, легкой домашней атмосфере. Прям все классно прошло. Слушай, ты заработал за этот только год больше 2 миллионов баксов. Вот я не вижу, где машины, часы, девушки, где вот эти тусовки, вот этот кэш разбросанный. То есть ты приезжаешь в Москву, скромненько живешь. Обрезали же призовые. Обрезали призовые. 2 или 3. Но все равно, 2 ляма, это как бы очень найс. У тебя большие затраты, мы с тобой об этом говорили, на команду. Да, плюс Но все налоги же еще. минус 600, там все равно остается нормально. Ну, еще и налоги. Все равно остается. Где эти тусовки? Рубль, тебе 23 года. Ну, как? Ну, вот я же в Москве встречаюсь с друзьями, вижусь. Где? Ну, ты знаешь, какие в Москве тусовки? Что это, в академии посидеть? Нет. Почему тебя это не интересует? Где там, вот, там, не знаю... Где компания, с которой пойти? Ну, извините, с компанией не дотягивает, да? Одному? Куда идти одному? Мне кажется, просто тебе это неинтересно, если честно. Ну, нет, если соберутся вся наша компания... Все проститутки Москвы, то пойдет... Я тебе говорю про вот это, знаешь, жизнь 20-летнего парня при бабках. Я удивляюсь, почему этого нету. Ну вот, мы собираемся куда-то пойти в компанию, Куда? снимем Нам все по 30 место. лет, нам не 23 года. А мне одному, дай мне, где мне, у меня друзья все 30-летние, что... Что у тебя вообще такое отношение к деньгам? Всегда оно было такое? Ну да, ну посмотрим, в любом случае, понятное дело, нет такого, что я ущемляю себя или еще что-то, понятное дело, такого нету. Если мне надо пойти купить что-то там дорогое или недорогое, понятное дело, я могу пойти купить, если, ну и не надо, то есть мне нет, я очень холоден к этому. Андрей, мы с тобой едем сейчас к твоему другу, Мише. Да. Откуда такая любовь к музыке? Да, с детства. Как-то с детства любил музыку. Еще мне лет, я не знаю, 5-6 было. Уже тогда слушал Green Day, Linkin Park и так далее, и так далее. Сам ты хотел бы создавать какую музыку? Электронную. Ну, ты бы хотел создавать, Да. правильно? Ты сейчас занимаешься, правильно? Тем, что учишься это делать. Ну, случился коронавирус, и дальше я уже вот больше углубился в сам процесс создавания трека на компьютере. Это онлайн-история такая. Ну да, какой-то трек они делают вот в определенном стиле, который ты хочешь, и они тебе объясняют пошагово в этом стиле и создается трек. Вот я хочу показать то, как я учусь этому. Например, если взять обычные кики, которые прописываются для ритма, вот так он начинается, к ним добавим клапы и еще хиты. Пианино, где ставятся нотки в любое место, которое вам нравится. Я даже не знаю, насколько здесь в лад или не в лад, все. Можно из этого делать разные какие-то звуки. Вот, к примеру, вот здесь я тоже записывал пианино, потом наложил на него звук, и получилось по итогу. На самом деле я ничего не умею, даже не на 1%, а на 0%. Только хочется научиться. Но есть какая-то цель у этого? Ну, есть, конечно. Хотелось бы по итогу, если все хорошо, что-то создавать. Ты готов прям вкладываться финансово в это? Да, даже готов вкладываться. Прям большие деньги платить? Если нужно будет, да. Вкладывал бы в музыку, чтобы именно получалось прям качество. Типа вот как Мартин Гаррикс, Алан Уолкер, чтобы это получалось прям на высоком качественном электронном стиле. Какую сумму у тебя не было Я не пожалуйста, знаю. на это потратить? Да, я думаю, ну часы же разные бывают, и по 50 тысяч стоит. Ну, я не знаю, 500 000 евро. 500 000 евро, мне кажется, тогда уже прям полноценный, можно несколько альбомов за эту сумму сделать. Ты не боишься осуждения? Ну, смотря как это сделать, наверное. Ну, даже если это будет классно, это все равно будет, ну, не осуждение, окей, это будет достаточно такая провокационная история. Если это будет из серии критика, что он тут забыл, то да, потому что я буду понимать, что я ничего здесь не забыл, это для себя. Я не делаю то, на что я не претендую. Давай в костюмах по коврам. Давай, покажем силу двора.
наше море. Миша, Мэйти, ты в первую очередь музыкант или друг Андрея? Для себя или для Андрея? Ну, для Андрея, наверное. Для Андрея друг. Так, Для себя музыка. для себя музыкант. Ну, себе я тоже друг в чем-то. Но для Андрея в первую очередь друг. Хотя познакомились мы, получается, что из-за музыки. Понятно, страсть такая у Андрея. Да, она, в общем-то, и связала в первую очередь. А потом уже все дальнейшее, мой интерес к теннису. Знаешь, да, его страсть к музыке, которую он хочет даже использовать. Он с тобой делился вообще? Делился. Нет? Ну, поверхностно. Поверхностно. Ну, я предложил Такое. ему как-то посидеть вместе, помузицировать. А почему он не соглашается? Ну, пока еще не... Соглашаюсь. Смеши с радостью. Слушай, последний вопрос. Ты вообще видел кавер Рублева и Видел. One Direction? И как тебе? Говно. Walk is on me, and every joy drops when she's in those jeans, alright. Ну, скажу так, у меня есть ранние видеоклипы, Так. если можно это назвать видеоклипом. И там, конечно, более все стыдно, например. Хотя я рассчитывал на это как на видеоклипы, вкладывал в него там все-все-все, профессиональная якобы музыка. А у ребят более как-то, по мне, творческие, креативные, даже с учетом наивности. Видно, что друг, да, все-таки? Один из ближайших друзей. Говно. По-доброму, потому что добра и любви не хватает. То есть мир нужно что спасать? Конечно. И иногда не забывать Чикать, отрезать лишнее. да. Ну, В пределах допустимых норм. конечно, да.